Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй расклад. Июнь. События на пороге. События с первых дней месяца и знаки судьбы. И, скорее всего, добрые энергии, как и июня, так и окончания мая, будут увязаны воедино. Вряд ли мы можем провести какую-то четкую грань между событиями мая и июня месяца. И вот почему. Мы, скорее всего, в конце мая уже делаем какие-то выводы, причем не на какой-то такой сложной эмоциональной ноте. Нет, наоборот, гармоничные энергии способствуют к тому, чтобы мы с чем-то определились. Знаете, вот если есть это в нашей реальной жизни, значит, мы это принимаем и видим, да, вот в этой позиции я не могу это изменить. И толку мне расстраиваться, да, или переживать по этому поводу. Нужно идти дальше. Значит, придется, возможно, на основании этого менять несколько свою тактику. И это время, когда мы можем прояснить тот или иной вопрос. Мы здесь можем и договориться. Добрая энергия, я сказала, июня месяца способствует тому, чтобы мы были услышаны кем-то, но и сами, может быть, услышали оппонента. Мы можем обращаться в инстанции, мы можем что-то согласовывать, мои дорогие львы. И это для нас тоже, опять же, проясняет какую-то ситуацию. Или мы можем оформить документы, кстати, по части личной жизни. Тут тоже могут быть очень добрые такие моменты, когда вы единение, допустим, для тех, кто в паре, единение именно души, когда вы словно заодно. Или когда вы окончательно понимаете, если были, к примеру, какие-то вопросы по части ваших отношений, это вот все для тех, кто в паре. Здесь вы окончательно понимаете, может быть, мне что-то и не нравится, но в человеке очень много положительного. А для тех, кто один или одна, тут, может быть, я допускаю и новое знакомство. Хотя, должна сказать, в основном июнь – это месяц своеобразного прорыва по работе. Чтобы не останавливаться долго, я приглашаю вас на свой сайт. У меня есть 2 статьи, гороскоп на июнь, астрологический. Прочитайте, узнайте, какие энергии. Ну и события до конца года есть такая тоже статья. Я оставлю ссылки в описании под видео. Поэтому мы идем дальше и будем реалистами. Любой расклад не расскажет о нюансах вашей личной жизни. Мы размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов развития событий. И первая карта – события на пороге. События с первых дней месяца. И знаки судьбы. 3 знака судьбы. 3 карты. Первое, второе событие, как знак судьбы. И третий знак судьбы. Хочу перемешать, и мы с вами продолжим. Давайте будем узнавать, что придет. Вот буквально, что придет на ваш порог. С чем это будет связано? А что уйдет, если мы говорим про выводы? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? С чем нужно быть осторожным? Что же, как событие на пороге? Ну вот обнуление. По этой карте вы можете даже чувствовать, что какая-то, как веха вашей жизни закончилась, или жизненный этап. Правда, выводы, мои дорогие львы, вы тут делаете. Перед вами, кстати, открывается вообще безграничные возможности. И с одной стороны, это хорошее настроение. Всегда по нулевому аркану проходит, знаете, вот какая-то и наша внутренняя эмпатия, и, безусловно, доверие самому себе, и восторженность такое тоже может проходить. И, кстати, тут надо быть аккуратным, не замечтаться. Все-таки нулевой аркан, он говорит о том, что мы можем быть вовлечены в какое-то дело или в решение вопроса, когда мы тоже где-то можем быть, знаете, так, как с закрытыми глазами, не увидеть какой-то подвох. Поэтому все-таки оглядеться по сторонам стоит. Сделал шаг и осмотрись. Но это какая-то перезагрузка. И я, как я уже сказала, новый жизненный этап. И это старший аркан. Здесь вокруг вас, мои дорогие львы и львицы, складывается обстановка, как и по работе, или, может быть, по взаимоотношениям. Здесь пусть что-то продолжится, но значит в новом ключе. Или иногда по этому аркану проходят переезды, путешествия, или работа, связанная с командировками, или сама по себе дистанция, когда нам приходится перемещаться, или приходится что-то узнавать.
или обучиться какому-то новому навыку, ремеслу. Но вот прежняя история какая-то завершилась, и события на пороге – это все, как, знаете, какие-то первые шаги в том или ином деле, в той или иной сфере жизни. Перезагрузка. Правда, нечего добавить. События с первых дней месяца. Ух ты, как у вас все серьезно. Это карта мага. И у мага все стихии в руках. Понятно, вот тот момент, который я говорила, не замечтаться. Маг, он все контролирует. Это карта практика. Мы иногда воспринимаем как магию. Ни разу не про магию. Во-первых, маг – это большой материалист, а во-вторых, опять же, практик. И то, что он себе задумал. Он понимает, что, да, внешние условия изменились, картина какая-то, может быть, общая даже, общемировая. Тут все зависит от того, чем вы занимаетесь. И больше я тут вижу ваши приоритеты именно по делам. Может быть, они как-то включают в себя, понятно, и личную жизнь, но все же центр ваших интересов – дела, работа, бизнес. Дела могут быть как документы или оформление. Оформление взаимоотношений по части работы, например, пересмотр договоров или каких-то контрактов, ну, может быть, и брачных контрактов, если мы говорим про документы, да, тут и такой момент тоже может быть. Или когда вы какие-то вопросы согласуете с высокими инстанциями. А я бы сказала, мои дорогие, вы какой-то делаете квантовый скачок в июне. И все идет в последовательности. Вот эти добрые энергии, нулевой аркан, а дальше идет первый. И если по нулевому мы еще чего-то не знаем, так вот буквально с первых дней июня, извините, может быть, где-то нулевой аркан обрисовывает ситуацию, которая тянулась с мая. А вот теперь вы уже становитесь магами, волшебниками, мои дорогие львы. Но тут важно ведь не замечтаться, понимаете как? Важно со всеми договориться. Может быть, вам и придется принимать какие-то мудрые решения по части взаимоотношений, чтобы опять же себе не навредить. Ну, вот такие сильные энергии, но это энергии перехода. Поэтому мы можем сомневаться, безусловно, правильно ли мы что-то делаем. И я вам должна сказать, дипломатия вам помогает. Прочитайте, правда, мою статью «Астрологический прогноз» на июнь месяц, поскольку два старших аркана, они говорят в целом об энергиях, и тут возможности у вас на пороге. Вот основное событие как на начало июня – это те возможности, даже пусть был какой-то минус или была патовая ситуация прежде, вот вы теперь из этого выходите. Не упустите чего-то. Знаки судьбы. Еще один старший аркан. И это аркан справедливости, как аукнется, так и откликнется. Конечно, это могут быть те вопросы, которые связаны с заключением договоров, как я уже говорила, потому что это мы прописываем на бумаге. Хотя это могут быть и какие-то взаимоотношения, да, конкретным человеком, и от этого будут зависеть какие-то ваши последующие действия или, как я говорила, тактика. Тут ведь может быть ситуация по работе. Может быть, человек себя повел как-то, ну, как вы не ожидали. У кого-то могли быть контакты или было сотрудничество. И здесь вот двояко. Если, допустим, могут быть такие перемены, когда мои человеки думали, может быть, и лучше, чем следовало, значит, он себя проявит во всей красе, и вы уже не будете каких-то иллюзий строить. Хотя я допускаю, тот и человек, о котором вы, мои дорогие, могли сомневаться, или в том, точнее, в котором вы могли сомневаться или думать, что, ну, какая-то белиберда или вообще непонятности в отношениях, тут ведь он тоже может словно прийти на помощь. Вы делаете выводы. Вот именно как карма сама по себе проходит, время делать выводы для того, чтобы пойти дальше. И это знаки судьбы. Для кого-то из вас это могут быть предложены вам даже все же по этому аркану перезаключить вот этот самый контракт, договор или переоформить какие-то документы, или вы сами можете обращаться в высокие инстанции, потому что нужно провести какие-то согласования. И самое главное, о чем говорит карта, от чего ты не отказывайся. Если даже, я такое могу допустить, у кого-то в суде может быть слушание, здесь будет важно договориться или важно подвести какой-то итог, мои дорогие. Вот тот итог, для чего он вам необходим, чтобы не было какой-то обратки. Может быть, уже где-то заходом на июль месяц, чтобы не напоминало что-то о прошлом. Опять же, не было иллюзий. Или
не было что-то оставлено на потом, в надежде само разберется или как-то там оно потом определится. Карта это нас призывает к мудрым решениям, одновременно к юридическим правильным оформлениям. Возможно, обратиться к юристу, к адвокату, сделать что-то не просто правильно для себя самих, а чтобы это согласовывалось с буквой закона и соблюдать закон. Может быть, любой закон, да, все зависит от ваших намерений. И трудовое, может быть, законодательство, да, где-то вот не было, чтобы каких-то брешей, которые вам могут поставить как вину, к примеру. Все же по этой карте это предусмотрено. Поэтому будьте вдумчивы. Где-то вот эта восторженность, будем говорить, да, или добрый настрой может закрывать реальную картину вещей. Но вторая карта у вас мага, поэтому вы подводите итоги и строите планы на будущее. Знаки судьбы. И еще один старший аркан. Слушайте свою интуицию. И знаете, это Верховная Жрица карта, прообраз у нас была Ля Папесса. И, как известно, она себе много не говорила, не рассказывала и надеялась сама на себя. Здесь буквально вам молчание, как знак судьбы, будет помогать. И надейтесь сами на себя, это тоже как знак судьбы, нам говорят. И не предвосхищайте какие-то события. Если даже, а у вас, кстати, как опять же знак судьбы, будет великолепно работать интуиция, и вы можете делать выводы, что, а ведь правда, я уже предполагал, или я знала, что вот все вот этим закончится, или какие-то отношения, они вот именно к этому придут, или вы можете здесь, знаете, даже как в прошлое мысленно возвратиться и вспомнить, что, возможно, у вас было лет 6-9 тому назад, и прийти к выводу, что подобная какая-то ситуация, когда вы принимали важное решение, может быть, оно, вот это решение, вот много лет назад, оно тоже было в каком-то двойственном варианте, и вы прежде допускали, что здесь что-то не пойдет. Ну, может быть, и не 9, и не 6 лет тому назад, но здесь вот эта интуиция или момент предчувствия, вы себе учитесь доверять, мои дорогие львы и львицы, и анализировать подсказки собственной души, и это способствует вашему благополучию, как ни странно, благосостоянию, самодоверию и, самое главное, самодостаточности. Мы здесь себя даже принимаем, если мы совершили какие-то ошибки, но мы себя за них не костерим, не виним. Мы понимаем, что да, я зря доверялась. Или, допустим, я зря где-то понадеялся на конкретного человека. Мы действительно делаем, вы, мои дорогие львы и львицы, делаете выводы и идете дальше. Но молчание, повторюсь, помогает. И, знаете, тут вы можете быть еще словно на пороге какой-то не просто важной вехи в вашей жизни, а когда кто-то из вас словно шедевр какой-то может создать. Или, я говорила, квантовый скачок, правда? Тут вы какую-то идею, даже пусть это будет касаться работы, можете предложить, благодаря которой у вас и должность меняется, и кардинально поменяется финансовая составляющая. Но это все еще пока в первых шагах. Поэтому я бы сказала, идею тоже можно украсть, если мы говорим «храни молчание», и это вам помогает. Не торопитесь куда-то, не торопитесь с места в карьер. Да, много положительных энергий и эмоций на июнь месяц, но все же, когда, знаете, эмоции чересчур, как с плюсом, так и с минусом, нам это тоже где-то мешает. У вас много старших арканов, мои дорогие. Еще один старший аркан. Мои дорогие львы и львицы, я вам буду очень благодарна, если вы не забудете в конце июня, потому что пока это только начало, это еще преддверие. И мы так пытаемся заглянуть в будущее с вами. Но много старших арканов говорят о том, что вот все то, что я начала говорить с первой карты. И, может быть, вот это молчание вам помогает выйти из какой-то сложной ситуации, из патовой ситуации. Может быть, и будет еще как знак судьбы, как, знаете, один день, или, может быть, даже один момент в течение июня, когда вам придется окончательное решение принимать. И у кого-то это будет связано с работой, а у кого-то, правда, с переездом, перемещением, как по нулевому аркану. Это для вас открывает новые возможности, но не держись за старое. И возможности, мы часто думаем, ну,
пришла сегодня или как какой-то вариант предложенный, а нам пока непонятно. Выглядит серо или выглядит как-то невразумительно, на наш взгляд. Не дает точных гарантий, к примеру, да. А в наше время сложно, мы живем в эпоху перемен, какие тут гарантии для всех нас. И вот это вот все, вот как сомнение по башне может присутствовать. А тем не менее, карта нам напоминает вот о чем. Возможности, они, если к тебе сегодня пришли, ты не думай, Лев, что завтра эта ситуация повторится. Не потеряй времени. Не думай, что завтра какая-то, допустим, ситуация разберется сама по себе. То есть ваше участие и принятие какого-то очень важного решения предстоит вам в июне. Безусловно, по этой карте у нас, если мы говорим о прообразе, это когда-то изображалась тюрьма. И мы были словно в застенках, в кандалах, но мы к этому состоянию привыкли. И нам казалось, да и не тюрьма вовсе, а наоборот, это башня, которая нас охраняет. Мы можем подержаться за стены, к примеру. Есть какая-то вот, ну вот, знаете, как какие-то четко очерченные границы. А когда происходит что-то по этому аркану, границ нет. И нам кажется, мы словно парим в невесомости, или мы словно падаем куда-то. Нарушены какие-то законы гравитации, или нарушены законы взаимодействия, может быть и так. Или то, что нас прежде удерживало. Но эта карта символизирует о том, что мы не должны терять время именно потому что вот эта возможность, это, знаете, с позиции, как не было бы счастья, но несчастье помогло. Вот у кого-то может проиграться и так. Вот эти важные выводы и одновременно возможности. Они словно у вас могут перемешаться, вот создавая какую-то путаницу или, может быть, какой-то конфуз, и вам с этим придется разбираться. Что придет? Еще один старший аркан. И, кстати, вот, правда, период неопределенности. Вам придется, может быть, принимать важные решения на основе именно интуиции. Карта Луна. Это много непонятного. Очертания есть, конкретики никакой. Поэтому вот ваше шестое чувство будет давать правильные подсказки. И что придет в июне? Значит, где-то на июнь подобная энергия, о которых я подробно рассказывала, как и о карте Верховная Жрица, так и карта Луна. Вот они именно в плане интуиции или предчувствий, они пересекаются. Но тут нельзя себе повредить или нельзя себе помешать. По этому аркану я должна сказать, может быть такая ситуация, когда карта напрямую советует избегай толпы. Ты силен, Лев, сам по себе. И если вы даже случайно оказываетесь в толпе, меня смотрят люди из разных стран, помните, мои дорогие, вам в другую сторону. Есть выражение «меня несет толпа». И мы можем подумать, что куда большинство пошло, ну нам вроде бы туда же, все же пошли, ну и я пошел. И, может быть, по части этого не сглупить. Потому что здесь, знаете, как ваше знание, как правильно действовать, оно будет дано вам, как подсказка, интуиция. И это проиграется у каждого в своей сфере жизни. Вот приходит что-то на ваш порог, что нельзя пока осязать. То, что где-то это будет, ну, может быть, если мы говорим об интуиции, это как интеллект, тандем интеллекта и прежнего опыта. Поэтому ваш интеллект и прежний опыт должны воедино сложить, знаете, какой-то пазл, и с чем-то вам придется определяться по тому, что для вас еще пока на 100% точно неизведано. Но вот это новое где-то и призывает вот эти осторожные шаги, чтобы не оступиться буквально. А что уйдет? Фантастический какой-то расклад, 20-й старший аркан, страшный суд. И суд вовсе не страшный, это карта выздоровления. Избавление от боли, от страданий. Это возрождение. И говорит, тебе отсюда только вперед. И, пожалуй, все то, что я говорила до этой карты, у вас так карты ложатся, знаете, как логически. Одна карта, она рассказывает об одной ситуации, а последующая, она дополняет этот смысл или где-то раскрывает. Вот вы подводите итоги, делаете важные выборы для того, чтобы пойти вперед дальше. И по 20-му аркану это эмоциональное возрождение, выздоровление. Может быть, вас словно в застенках заперти
какая-то ситуация, может быть, и по отношениям держала. И здесь ведь отношения, знаете, могут быть как палитра дружеских отношений, ключевых партнеров по работе или какая-то любовная история, опять же, старший аркан. Но вы идете дальше. И поэтому кому с вами по пути, мои дорогие львы, тот вас точно догонит. Идите вперед, не оглядывайтесь назад. Доброй энергии, именно возрождение и выздоровление. Это то, что, знаете, как должно уйти из вашей жизни. Не пытайтесь удержать искусственно. Отпускай. Ты не сможешь удержать что-то или буквально, может быть, и человека, даже если ты очень хочешь. Скорее всего, и у людей тоже происходит некоторая трансформация, но могут несколько дороги разойтись, как будто по разным направлениям. Или это будет связано с вашим переездом, или планируемым, или это может касаться ключевых партнеров, дружбы или личной жизни. Вот такая перезагрузка. Помните, это возрождение, выздоровление, освобождение от тягостных эмоций и от какого-то саморазрушения, когда мы долго анализировали, а теперь уже нет смысла. Вот пусть это все со знаком минус от вас и уходит, мои дорогие. Что же будет продолжаться? Шикарно. Вот надо же, так легли карты. Это карта самодостаточного человека. Это изобилие, процветание, это возможности и как будто по судьбе, по справедливости. Может быть, все же нулевой аркан и есть то, что вы должны отпустить из разряда какого-то вопроса, который вас мучил. Может быть, это и была какая-то несправедливость по отношению к вам. Вы могли как раз так думать. У кого-то даже судебные вопросы. По закону, может быть, и вы правы. Или по, знаете, как бы вселенскому, по пониманию, по морали, по какой-то, по философии, что какая-то ситуация не была благородной. Или в отношении вас конкретно вот не было проявлено это самое благородство, а был какой-то обман. А тем не менее, может быть, конкретный человек сумел так дело обустроить, что по закону вы не могли это доказать. Вот это тоже отпускайте. Мои дорогие, к вам тут вы сумеете, даже практически, начав с нуля, отстроить свое благополучие. Причем достаточно быстро. Вам с чем-то нужно правильно провзаимодействовать и на что-то решиться в июне. Потому что будет продолжаться? Как я уже сказала, изобилие, процветания. Но, может быть, это самые первые шаги по направлению к своему благополучию в какой-то новой форме или к новому качеству жизни. Чем не соблазняться? Ожидание. Я уже об этом говорила. И не случайно карта башня. Мы с вами сказали, что придется, скорее всего, в моменте здесь и сейчас. И пусть это будет даже момент, или день, или какой-то пункт. Возможно, это будет связано с информацией. У кого-то информация, которая витает словно в воздухе, может быть, через средства массовой информации. Вы получаете, перекладываете на свою жизнь, понимаете, как вот именно какие-то перемены могут проиграться в отношении вас. Не откладывай чего-то на потом. По этой карте здесь, конечно, ваши действия должны быть, безусловно, продуманы. Но сказать, что мы в чем-то ставим паузу или оставляем на завтра, думая, что, ну, завтра какие-то более правильные мысли будут. Нет, приготовьтесь, мои дорогие, к тому, чтобы не затягивать какую-то ситуацию, которая для вас как качелеобразные отношения, или какая-то тупиковая ситуация, в которой вы чувствуете себя уже словно жертва, и мне это надоело. Ту ситуацию, когда вас кто-то вводит за нос, а мы все время, как пустое ожидание, мы ждем. Ну когда ж там человек начнет исполнять свои обещания? Нет, помните, для вас июнь именно перезагрузка, когда мы делаем выводы и идем дальше. И выбор вот этот, да, если мы идем дальше, он где-то предусматривает, что мы от чего-то и откажемся. Поэтому мудрые решения, мои дорогие, где-то в июне месяце вам придется делать. На что же нужно согласиться? Опять старший аркан. Вообще волшебно. Как это такое могло быть? Как я могла достать сразу вот все арканы? Вы посмотрите, ведь у нас, по сути дела, с вами 10 карт, а старших арканов 22. И у нас, по сути, почти вот единственная карта из младших арканов, причем по максимуму
доброжелательное, благополучное, само по себе благополучие идет по этой карте, у вас выпало. Перемены. Будьте готовы к переменам. И где-то дополняет 20-й старший аркан, на что соглашаться, да, а это у нас как отпускай прошлое, да, ты подводишь демаркационную линию между прошлым и будущим. А на что соглашаться? Тебе отсюда полный вперед. И, кстати, это карта скорости, это карта успеха, особенно в плане построения карьеры. Хотя у кого-то будет означать поездки, переезд, какая-то динамика жизни, мои дорогие львы и львицы. Но, наверное, ангелы небесные, высшие силы пытаются изменить вашу жизнь в каком-то совершенно другом, более позитивном, радостном ключе, чтобы вы были счастливы. Поэтому не упустите прямо противоположные по энергетике карты, да, если мы спросили, чем не соблазняться, и это пауза какая-то, или какая-то заминка, или долгие размышления, а карта колесницы нам говорит про скорость, мои дорогие, на что соглашаться. Соглашайтесь на все новое. Чего опасаться? Это тоже где-то карта паузы, когда мы боимся просто что-то менять. Или когда вам что-то вот конкретно, я вам скажу, чего опасайтесь, пустых обещаний. Понятно, тут и самому себя и погрузить в какие-то иллюзии, что я уже говорила в процессе карт не единожды о том, что могут пытаться даже люди, пользуясь предыдущим каким-то опытом, опять же, через обещания. Вам тут что-то наобещать, а вы в надежде, вот это пустые надежды и пустое ожидание, по сути дела, так. Вот этого нужно опасаться. У кого-то будет еще и ситуация совпадать с тем, что, к примеру, обстановка вокруг вас меняется, и действительно, может быть, в один день, в один час вы будете принимать как и мудрое решение, и какое-то однозначное, которое тоже будет символизировать момент перехода. Но и если еще мы говорим, чего опасаться, вам тут могут пообещать, к примеру, банально возьмем, вы хотите поменять работу. И здесь, если вам человек, работодатель, или в лице такового, да, вам предлагают, что ну ты попробуй, а потом мы посмотрим, на что ты способен. Иногда бывает, меня ведь смотрят разные люди, правда, и мы на разной ступени иерархии с вами находимся. Так вот, кто-то по найму может прийти, допустим, устраивается, и вам скажут, ты себя должен показать, или ты себя должен как-то проявить. А потом мы подумаем, какую заработную плату для тебя прописать или что ты будешь получать. Вот на это не соглашайтесь. Этого следует опасаться, мои дорогие. Потому что по семерке пентаклей могут быть те обещания, которые не исполнятся никогда. И значит, правильные выводы какие-то. Опять же, с чего начали, к тому мы и возвращаемся. Об этом вам говорят карты. Волшебный расклад, у вас много возможностей. Перекладывайте на себя, я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.